Вот можешь посмотреть, собственно говоря, что из этого всего получилось. Приподними волосы. Я это все не знаю, на что ты смотришь там, но я такой, типа, стена на эту тему не загнанный, мне очень нравится. Мне очень нравится делать вот так, и теперь могу, знаешь, вот так, вот так. Я, по-моему, постричься, вот. Ну, короче, я такой уже, вот эта прическа мне нравится, может быть, я могу ее сделать, знаешь, такие. Here is where it is now. I don't gonna start drawing your line from the first point. Едем. Здорово. Как необычно тебя видеть с волосами. Наверное, как и меня. Да, ничего, был лысый, стал не лысый. Самый мой первый кейс и сопровождение. Это был сложный кейс. Что ж, на фотографии иногда сложно оценить размер головы. И был вот именно тот случай, когда казалось, что голова не такая большая, донорка выглядит неплохо, хотя это был просто притемненный свет. И по факту, когда я видел голову Дима был мой первый клиент, я, честно говоря, испугался. Но, как показала практика, это очень хрестоматийный случай, который показал, что клиник просто отлично решает проблемы больших аллопеций. Слушай, на самом деле для визуального эффекта нормально, клево, мне, короче, нравится. Вот, типа. Но они довольно редкие на самом деле, то есть нужно все равно следить. То есть если, допустим, зимой, сейчас, в смысле, голова, знаешь, не очень чистая, типа, ты шапку надел, в помещение пришел, снял, надо обязательно там, типа, поправить, потому что иначе будет, короче, такой себе видок. В моей консультации они не просто так вам описывают то, что вы по факту можете получить. И если этот результат, предсказуемый результат для вас подходит, тогда можно делать пересадку волос. Если же редкие волосы не годятся для вас, тогда лучше прибегнуть реально к какому-то другому способу. Система волос, трихопигментация или просто продолжать жить лысым, как, собственно, вы уже, наверное, и привыкли. Поэтому тут очень важно понимать, что вы получите. И, как по мне, реально творит чудеса. Слушай, я видел фотографии, они у тебя прям так объемные. Это как бы в зависимости, не знаю, от сезонности, от чистоты. Нет, от освещения, наверное, больше. Я тут сейчас под лампой сижу, под точечной. Может быть, из-за этого так? Не особо объемные. Скажу вам честно, многие клиники никогда, возможно, и не подумали, что можно достичь вот такие результаты именно для больших аллопеций. Некоторые из них делают этапные пересадки, некоторые просто отказываются. Как жизнь, как изменилась как-то в какую-то сторону, как-то качество жизни? Слушай, да. Но, знаешь, я, наверное, конечно, уважаю людей, которые принимают себя такими, какие они есть, хоть там без волос, хоть без зубов, но, не знаю, ко мне это, наверное, не относится. Вот, я скорее, можно описать, как смирился, знаешь, когда был лысый, типа, ходил там, такова судьба. Вот. Ну и в итоге, когда сделал пересадку, и сейчас, по крайней мере, в зеркало поприятнее смотреть. Можно. Я вообще поначалу кайфовал, ходил, не стригся, лохматый был. Это именно тот доктор, на которого я могу положиться, потому что я знаю, какой результат мои ребята получат. То есть для меня очень важно предсказуемый результат, чтобы это не был кот в мешке или тут получится так, а тут получится так. Результаты, в общем-то, для меня предсказуемы, и видя голову, видя донорку, я уже представляю, что можно получить. И об этом вам говорю, опять-таки, в консультации. В зависимости от головы, в зависимости от ситуации, я могу тоже порекомендовать одного или второго доктора. Но в целом это два хороших доктора, которые делают профессионально свою работу, у которых предсказуемый, еще раз говорю, результат, и я могу понять, что конкретно вы получите, обратившись сюда. 5500 пересадили, но для визуального эффекта это знаешь, как раз хватило. Было бы меньше, пришлось бы, наверное, досаживать или, не знаю, систему носить, короче. Было бы больше, конечно, было бы лучше, но ладно, и так норм тоже. Типа, как дела с доноркой? Как донорская область? Не поменялось вообще. То есть, если вот ты визуально можешь глянуть, да, что все как было, так и осталось. То есть, вообще никаких просветов. Ну и вот, соответственно, брали-то вот отсюда тоже, да. Тоже, если вот видишь. Количество. Типа, да, здесь вообще как будто бы ничего и нет, да. Ну да, то есть. Но, видишь, тут очень много от клиники зависит, да, они сделали качественно, постарались и брали очень равномерно, и сажали очень равномерно. И даже несмотря на
то, что количество волос там не очень большое, допустим, да, ну, пересаженных, за счет того, что они равномерно, нету вот таких, знаешь, кусками просветов или каких-то залысин, вот, то есть и на донорке тоже разделили равномерно, и доктор тоже там правильное решение принял в плане того, что, знаешь, иногда берут только вот отсюда, вот с этих частей, у меня брали полностью, то есть не было вот этой перехода. Да, и за счет этого получилось больше. Как правило, это 2-3 человека в день. Это позволяет не превращаться в фабрику, это позволяет сохранять своеобразную бутичность, да, и индивидуальный подход к каждому. Мне понравилось, что изначально переписывался с консультантом. Она говорила, что 2 надо, потому что, типа, у тебя ситуация жопа, и, в общем, надо думать, что делать. Вот. А в итоге доктор посмотрел и сказал, можно и за одну сделать, и сделали. Ну, я тебе скажу честно, когда мы приехали с тобой в клинику, я немного был сам в шоке. Не всегда по фотографии можно понять масштаб головы. У тебя все-таки большая голова и донорка, ну, ниже среднего, я бы сказал. Мы просто так аккуратно, просто вот откуда только можно было брали. Причем у тебя один кусочек, я помню, его прям обходить приходилось. В одном месте как бы меньше сконцентрировано количество волос, то есть его даже обходили. То есть, ну, практически, я бы, наверное, даже сказал, ювелирная достаточно работа. Взять из не очень большой донорки максимальное количество, при этом, чтобы не осталось никаких шрамов, никаких... Ага, и при том, что волосы еще тонкие, блин, приятно. Да, то, что ты видишь, это клево. Это чистая голова, но когда, допустим, уже жирные волосы, когда она мокрая, то есть уже тут, ну, видно такие проредины. И это окей, потому что, ну, в принципе, мне изначально ребята сказали, не надейся на... быть Илоном Маском или Дуровым, да, с такой красивой шевелюрой. То есть я было здесь, условно, 50 тысяч, а сейчас 12. Потому, когда мы с вами разговариваем на платных или на бесплатных консультациях, я всегда вам описываю именно ту реальную ситуацию, которую вы можете получить. Какой донорский материал у вас есть, что можно по факту получить, какими методиками, как это лучше распределить и так далее. Именно об этом моя платная консультация. А на какой месяц начался рост? Визуальный. У меня в голове цифра 3 месяца стоит. Точно. Я помню, на 3 месяца еще было все равно достаточно редко. То есть у тебя, по-моему, если... Да. 5-6, наверное, месяц начался более... В принципе, да, абсолютно правильно. Мне сразу говорили, типа, не жди там какого-то сразу результата. Это полгода к июню. Вот у меня была такой цифра в голове март, а потом июнь. Я не помню, что они обе... И год. И потом еще Олег говорил 1,5. Через 1,5 у тебя уже там макушка закроется, уже вот финальный результат примерно через 1,5 года вообще вот уже будет понятно, к чему это пришло. Именно волосы на макушке, он подчеркивал, самые такие последние. И оно пока так идет. То есть я такой, момент, когда я уже стал кайфовать от того, что вижу, мне кажется, это где-то был июнь месяц. Вот июнь, я уже начал, я снял уже эти все шапки, там уже вот... Я, благо, работаю удаленно, поэтому как-то не приходилось часто решать проблему с крыси. Но вот я очень долго ходил в кепке. Вот, в кепке, везде был в кепке. Ну вот, наверное, по-моему, летом я уже снял и себя комфортно чувствовал. Получается, на 10-й день после первой мойки головы ты смываешь все эти корочки. Вот, и можно примерно даже оценить, как этот ежик выглядеть будет в дальнейшем, да, то есть вот эти волосы понатыкали, там, не знаю, 30% из них они повыпадают, но остальные, они хотя мертвые на данном этапе, да, то есть они все равно выпадут сейчас, но они уже у тебя на голове, и ты такой смотришь, о, ничего себе, блин, клево. Вот, и потом что? Потом просто ждешь, через 3 месяца у тебя все выпадает нафиг, на 3-4 месяц ты полностью лысый снова ходишь, то есть у тебя прям вообще ничего не останется, и дальше 4-5 они начинают снова расти, выпадать, так, кривокосы, короче, и где-то с 5-го месяца уже... не знаю, процентов. Есть табличка в интернете, думаю, многие видели ее по месяцам, там сколько вот идет процентов, и там написано, что через год у тебя там будет 90%, типа того. Через там 13 месяцев будет 100%. Кстати, да, наверное, примерно так и получается. То есть где-то на 7-й месяц уже 80% выросло. Это достаточно общая табличка, потому что, видишь, у некоторых начинается рост на 3-4 месяц, у кого-то на 5-6, у кого-то на 8. Я вот тоже спрашиваю, когда у докторов,
известных докторов, они сами всегда говорят своим клиентам, 8-9 месяц надо ориентироваться на 8-9 месяц. Явно не на второй, явно не на третий, не на четвертый. То есть 8-9 месяц. Причем на 8-й месяц надо еще учитывать, что макушка может к этому моменту не вся вырасти. То есть они спереди в центральной части, они быстрее, на макушке они чуть позже появляются. Да-да-да. Вот 7-8 месяц – это первый визуал, и полный эффект, полное загущение – это 1,5 года. Да. Я, по своему опыту могу подтвердить, да, примерно так и есть. У меня 1,5 года не прошло, у меня 13 месяцев прошло, но по этапам, вот как все описывали, вот так оно все есть. Поэтому я не очень понимаю, почему многие там паникуют, что у них там на 4-й месяц, что вот все выпало, почему они начали падать. Все же пишут, что шоковое выпадение, они так и должно быть. Это абсолютно нормально, и это у 99% людей оно так и происходит. Ну, видимо, немногие понимают, что это все-таки такое. Кажется, что, выпали. Просто я даже по себе помню, один из первых моих роликов был это хандра, период хандры, это называю, где-то 2-3 месяц, когда ты выглядишь, где-то у тебя волосы выросли на одну длину, где-то на другую длину, где-то они не растут, и выглядишь, как такая побитая собака. Особенно, если у тебя светлая кожа, у тебя более чувствительная кожа, это видно прям очень сильно. У меня же, например, тоже... И, кстати, по поводу донорки, кстати, тоже многие там паникуют. Вот то, что ты говорил по хандра, да, кстати, тоже, она на 3-й месяц выглядит так себе. Вот, и тоже она потом зарастет. Да, то есть это надо просто ждать, это надо проходить этот период, чтобы в конце концов были волосы. С самого первого дня, если брать, да, самые первые, которые в отеле, получается. Состояние после операции, конечно, такое себе, не очень. Я изначально вообще планировал в Стамбуле быть 3 дня, вот. Но на 3-й день я что-то посмотрел на свою голову перебинтованную, всю в этих кровавых подтеках, и я такой, в таком состоянии на самолет, куда-то еще сумки там таскать, вот, обо что-то там ударяться я не буду. Если есть возможность, лучше, не знаю, потупить в отеле, посидеть, подождать, пока все как-то немножко подзаживет. А вы не пытались ничего впарить, кстати, как в некоторых клиниках бывает, когда тебе... Да, ты приезжай, мы тебе все сделаем, то есть мне там сразу, я фотки скинул, сказали, парень, сделаем, что сможем, давай там доктор посмотрит за 2 раза, я думаю, получится. Вот. Потом просто записался за месяц, примерно. То есть, по сути, от самого человека вообще, от пациента ничего не зависит. Вот. То есть у него главное это что? Клинику нормально выбрать. И, по поводу линии волос еще заранее подумать. И имеет смысл посидеть, присылать, чтобы знать хотя бы примерно, когда с доктором настанет этот момент, чтобы прям понимать, чего ожидать. И все. Если клиника выбрана правильно, то все за тебя сделают, и все будет нормально. Да, я согласен. То есть нужно просто довериться. У меня уже из последних моих сопровождений ребята просто засыпали. То есть они приходят, ложатся на стол и просто засыпают, и просыпаются в самом конце. Если ты доверяешься полностью, и потом просто ждешь результат. То есть, в принципе, наверное, это самый такой, как сказать, короткий путь к хорошему результату. То есть, когда я бился, помнишь, за твою линию, потом еще за других ребят. Да. На самом деле, спасибо тебе большое за помощь, особенно с линией волос, потому что в клинике, где я делал, все были очень доброжелательные, замечательные люди, но все равно это тяжело, когда стоит там медсестры турки, там их человек 4, наверное, доктор, и переводчица, понятно, но она же тоже, по сути, к клинике относится. То есть он рисует, периодически показывает, и видно, что долго ты не сможешь выбирать, и ты, конечно, отчаянно боролся там, как детектив Коломбо. Все хорошо, но один момент, вот здесь вот там вот. И да, как мне кажется, по линии волос мы смогли все-таки найти хороший вариант. То есть он всегда уже понимает, что нужно, как это нужно делать, какие моменты учитывать, и то есть а все начиналось, ты помнишь,
там, вот это подправьте, а еще вот это, а еще вот это, вот это вот. То есть мы, наверное... Ты там сколько, минут 30, наверное, с ними воевал просто. Ну, понятно, что все работают, там как бы время идет, то есть уже хочется продолжить, но не рисовали не совсем то, что нужно было, и поэтому, да, это тоже, кстати, спасибо большое. Плюс, на самом деле, доктор там отличный. Доктор, он изначально, когда ты приходишь в клинику, ты с ним общаешься, он задает, вроде, казалось бы, банальный вопрос, там, типа, возраст, там, наследственность, привычки, когда полысел, как быстро полысел. Но, на самом деле, это влияет очень сильно на процесс лечения, да, на то, как именно тебе будут делать. Но ассистенты тоже, кстати, там молодцы, хочу сказать, вот, потому что они тоже, как бы сам доктор, он, понятно, принимает решения, он у тебя там рисует на голове это футбольное поле, там, он все контролирует, вот, но от ассистентов тоже многое зависит в плане того, что 6 часов из этих 8, вот сколько у меня там операций тут длилось, да, это вот непосредственно они этим занимались, то есть забор графтов, посадка графтов тоже, наверное, они могут накосячить, хотя наверное, да. Пока особенности контроля нету, как в некоторых клиниках, потому что здесь и врач контролирует, и там ты был тоже присутствовал. Кто-то из моих ребят на операции я всегда тоже прошу и дистанционно тоже слежу, чтобы и линия была, как мы хотим, и план был соблюден. Да. То есть контроль — это очень важно. Я могу проконтролировать это дистанционно, посмотреть какие-то, возможно, сделать нюансы, что-то подсказать со стороны. Очень классно видеть тебя с волосами, я очень рад. То, что я как-то поучаствовал из одного образа, ты получил, скажем так, волосатую... Ну, ты не просто поучаствовал, ты причиной был на самом деле, потому что я тебе хочу сказать, что, по крайней мере, сейчас, может быть, ситуация немножко изменилась, но 2 года назад, если ты хочешь найти какую-нибудь информацию в интернете про пересадку, ты либо идешь в поисковую систему, набираешь там пересадка волос и попадаешь на вот эти форумы, да, где там половина рекламные, половина там обсуждения этого, куда мазать этот миноксидил с финастеридом, вот, и часть это жалобы, как их обманули, да, в каких-то клиниках, вот. На Ютубе там немножко ситуация, наверное, получше, в плане, что сейчас какие-то отчеты были, но тоже, по большей части, по крайней мере, раньше, там какой-нибудь блогер он выкладывает, типа, я год назад делал пересадку. Хотя там тоже рекламы и вредных советов хватает. Вот, типа, пересадка в Москве, там, делайте там что-нибудь такое. Не советовал бы. Вот, а у тебя, получается, почему мне понравилось изначально то, что было видео, по-моему, день 2, где-то там перебинтованный, опухший, сидел, страдал из-за в отеле. Вот, я посмотрел несколько видео еще такого, все понятно, что ожидает, я, в принципе, тоже так могу. Вот, и в этот момент я принял решение, что, наверное, да, имеет смысл сделать. Вот. Вот в тот момент, кстати, и возникло же название «Красавчик». Многие думают, что «Красавчик» — это такое, типа, я тут такой красавчик. А «Красавчик» возникло именно в тот момент, когда я просыпаюсь, у меня вот такая вот пачка, я смотрю, у меня мой телефон Face ID не распознает, я смотрю в окно и так, опа, вот это красавчик. Да, и тогда и возникло название, собственно, канала. Да, в общем-то, я и начал постепенно делиться видео и показывать, как это, что это и как оно может быть. Выросло в то, что выросло. Что ж, Дима, спасибо большое за твой опыт, твой рассказ, потому что реально ты вот очень хрестоматийно, можно сказать, случай. Ты первый мой клиент, которого я сопровождал. Такой сложный случай был, честно скажу, далеко не простой. И я очень рад, что мы получили то, что мы получили. И очень рад за то, что жизнь стала лучше, более качественнее, наверное. То есть, мне кажется, все-таки это инвестиция. Да. Инвестиция в себя была именно то, что я, можно сказать, и проповедую. Если она стоит, надо делать. Если ты понимаешь, что, например, многие, например, знаешь, жалуются, точнее говорят, что мы не хотим делать пересадку, потому что это будут редкие волосы. Тут, что называется, чаша двух весов. Если ты готов и тебе этого достаточно, почему нет? Если нет, тогда системой или лысым ходить. То есть выбор. У каждого есть выбор. И главное, чтобы он был. Что-то делать или не делать. И если делать, то что делать и каким образом поступать. Да. Вот. И тебе тоже спасибо. Спасибо, Олег. Сейчас я кайфую еще больше, но я не могу сказать, что там что-то там как-то. Я уже не замечаю. Просто мне нравится то, что происходит. Я стригусь, я могу себе позволить там какие-то уже, знаешь,
что-то дизайнерское, посмотреть уже какой-то материал. Белорусские парикмахеры не замечали, а турецкий моментально. Первый такой, показывается, там типа пересажено. И он говорит, типа, вот знаешь, показывают, круто. Второй тоже, они сразу видят, что они пересажены. Ну и оба у меня было 2 парикмахера в Анталии, они оба отметили. Значит, самое важное, я доволен. Абсолютно доволен, чем что есть. Второе, надо будет, если хочешь там закрыть здесь, то там или еще больше, приезжай через год-полтора. И, в принципе, хочется. Я уже про это думаю, типа, а в Турции вот сейчас живу, что бы их 5. Вот это второй триггер, то есть мне хочется еще что-то сделать. Наверное, стоит поделиться с ребятами. Вообще, в целом, если бы поставить оценку, я поставил бы сегодня 4,7 по 5-бальной примерно. То есть почти 5, почти максимум, но со мной какие-то чуть-чуть я сниму. Я бы назвал это эстетически медицинская операция. Я не могу ее полностью причислить к абсолютно медицинской операции, потому что я видел клиники, видел операции, которые делаются прямо в госпиталях, очень серьезно, очень большое количество людей. Что ж, тут вы должны также понимать, что вы платите достаточно низкую цену и получаете предсказуемый результат, но какие-то моменты, которые вы, может быть, хотели, да, наверное, о них нужно забыть. Там едьте с запасом, то есть я ехал я там операция 1 день, потом еще какой-то день на адаптацию, но я брал 3 или, по-моему, 4 дня, и это сработало. Поэтому все может быть с клиникой, с вами. Закладывать. Мне это сработало и помогло. Поэтому операция перенеслась, я потратил весь день в Стамбуле, погулял. И, кстати, наверное, это было прикольное решение, потому что я посмотрел Стамбул со спокойной такой головой, знаешь. Когда ты после операции с этими шрамами, ты такой аккуратненько, что-то боишься простудить, ноябрь. А тут как бы я шагался, тупо весело я бегал по этому Стамбулу, смотрел. Ну вот... Так оно офигенно даже окупило. Видя то, как я рисую линии роста для ребят, он сам уже знает, что именно я требую, какие нюансы нужно учитывать в нашей физиономии, да, и что очень важно при моделировании линии роста. Поэтому, когда вы меня спрашиваете о сопровождении, я вам так и говорю, что я не нужен вам на операции. Я знаю точно, кто работает, какая команда, какой врач, какой результат вы получите. И мое сопровождение, просто стояние рядом с вами, это просто трата времени. Вы меня тогда спросите, а как же передняя линия? Дело в том, что передней линии я делаю компьютерное моделирование. И не просто рисую вам полосочку, а делаю визуально понимание, чтобы вы могли понять, как вы будете выглядеть, учитывая ту, вторую, третью, четвертую или пятую линию, да, и всего их обычно делаю около 10. Тогда вы смотрите и понимаете, ого, ничего себе, в зависимости от вот этой линии, как меняется лицо. Затем вы также упрощаете работу своему доктору, когда вы ему показываете, и доктор понимает, окей, он хочет вот так. И я уверен, что все сделает именно так, как я рисую заранее, делаю моделирование, вы приходите, и он вам рисует по тому, как я делаю для вас до того, как. Как показывает практика, это очень успешное взаимодействие между мной, доктором. В принципе, на этом Даша началась операция. Все было как-то... Ты лежишь ровно. Единственный момент, кстати, это второй совет ребятам, помимо плюс одного дня, еще ребята... Это говорят врачи, это говорили консультанты, это говорю я, анестезия. Просите, не знаю, сколько надо, столько просите. С операцией, конечно, ты переживаешь, что тут что-то какая-то дырка, тут кровь, тут что-то там ты опух весь такой, как полкаш ходишь, потому что там тут сначала вот эта опухоль сходит, тут синяки сходят, ты такой ай-яй-яй, страшно, я вообще, я жив или здоров. Я для себя хочу сказать, что это офигенное вложение. Лично я очень доволен. То есть я этого хотел. У меня какие-то были моменты, там что-то переживал за эту лысину. Было. Есть ребята, которым плевать, а мне что-то я как-то так раз помню про это подумал, второй раз думал, что-то слишком часто начал про эту тему думать. Надо эту проблему решить. Я эту операцию сделал. Я очень доволен. Я очень доволен результатом. Я мог купить себе iPhone. iPhone как бы поломается через год он уже станет старым, если он нищебродом. Да. Вот этим я очень, мне очень нравится.
Поэтому рекомендую. Как я и говорю из видео, в видео всегда очень важно понимать и разбирать ваш конкретный кейс. Нет универсальных клиник, которые справляются с абсолютно всеми проблемами и со всеми кейсами. Вам кажется, ну как, тут же всего лишь один кейс, мы лысые или не лысые, вот и все. Нет, очень все индивидуально, как минимум 6 стадий степеней аллопеции. В зависимости от степени аллопеции, в зависимости от вашего возраста, в зависимости от динамики, как у вас идет аллопеция, в зависимости от того, какая у вас, в общем-то, генетика, как шло это у ваших родителей, да, от всего этого также будет зависеть, какой ваш кейс, как к нему лучше подойти и какой доктор с ним справится. Это может быть и другая клиника. Спасибо, Леша, очень полезно. У меня позитивный опыт. Это не означает, что-то прямо, я не знаю, видимо, учитывая, что есть много-много историй, много-много отзывов, то есть, наверное, разные опыты. И ты, по-моему, свою историю рассказывал, ты, по-моему, дважды где-то получил хороший, в кавычках, опыт. Поэтому, да, не стоит прямо бросаться, я как понимаю, на шашкой, везде и все быстро делать. Как я слышал, и ты говорил, это бизнес, и это для многих это деньги. Для многих это деньги, и это как-то мне нравится слово фастфуд. Реально, пока никто не побил их способности закрывать огромные зоны аллопеции. Это 5-6 степень аллопеции. Никто, как они, не делают настолько классную работу, правильное распределение, правильное планирование, и результат, конечно, удивляет, поражает, потому что вы получаете даже при достаточно скудной донорке очень хорошие результаты. Но вот Дима пример, обязательно, это вот мой первый клиент, это вот прям хрестоматийный случай, и вот именно Димина голова может рассказать о многом. Леш, спасибо большое за твой отзыв, это реально очень полезно, я очень рад, ты вот один из самых первых клиентов, с которых все начиналось, когда я приехал сам в Стамбул, когда я сопровождал ребят, и потому, ты один из тех, с кем мы, скажем так, вместе проходили. Начинали. Да, я был первым, наверное. Да. Ну, еще, конечно, момент такой, мой такой майндсет был Google. Ну, то есть в интернете много информации. И я так делал тоже один раз. И начав читать, я понял, что я не могу этот объем проанализировать. Он очень разный, он очень... Тяжело понять, где правда, где ложь. Он разный, абсолютно разный. И вот тогда вот я себя вот как-то нашел, по ссылочкам туда нашел и решил довериться. Я очень доволен. Вот, то есть как-то я отдался. Вот. Конечно, какие-то были риски, я тебя не знал лично, мы с тобой в футбол не играли в детстве. Ну, вот это риски, везде есть какие-то риски. В моем случае это оправдало на все 100, и ты со мной был в операции. Да, там, конечно, были и ребята живали, и переводили, но я их не знал абсолютно. Для меня они были представители бизнеса. Какие бы они классовые не были, они со стороны клиники приходят. А ты был с улицы, и для меня, и для клиники такой, знаешь, своеобразный баланс. Поэтому я предпочел, в принципе, у нас с тобой были не бесплатные какие-то коммуникации. Я очень... Напишите мне, мы посмотрим ваш кейс, прикинем, посмотрим, потому что иногда реально не нужно вообще делать операцию, вот реально не поможет. Это клиника, которая позволяет решать абсолютно все задачи и проблемы? Нет, это клиника, которая решает определенные задачи лучше, чем другие, а другие могут решать свои какие-то задачи. Это средне-дешевая, которая может, как мне кажется, позволить себе абсолютно. Да, конечно, если у вас позволяет карман, позволяет ваши ресурсы, мы можем подобрать для вас клинику с наилучшими топовыми докторами мира, ну и даже топовые доктора мира не факт, что возьмутся за ваш кейс. Поэтому все нужно всегда рассматривать индивидуально, как обычно я вам и говорю. Если кому-то сделали плохой результат, всегда пишите мне. Я буду разбираться в любом, абсолютно любом кейсе, если что-то для вас сделали плохо. Мы будем рассматривать все объективно, вне зависимости от того, какая клиника это сделала. Я буду рассматривать, хорошо ли это сделано, плохо ли это сделано, какие есть нюансы. Если нужно на что-то повлиять, возможно, переделать, подкорректировать или еще что-то, я помогу вам с этим. Ну и главное, чтобы колосилось. Пока.